Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такую вот очень простую, теплую манишку. Так наша манишка будет смотреться по переду, то есть идет горловинка, и передняя часть связана вот такой вот красивой пышной резинкой. И дальше у нас идет изнаночная сторона. Здесь у нас по спинке эта часть укороченная идет, также горловинка, которая идет с отворотом. Манишка вяжется очень-очень просто. Буквально за один вечер каждый из вас свяжет себе в гардероб вот такую вот очень красивую обновочку. И сейчас в мастер-классе свою манишку я буду вязать из пряжи Alize Super Lana Maxi. Метраж у данной пряжи будет идти на 100 грамм 100 метров. И по составу это у нас идет пряжа 75% акрил и 25% шерсть. Для вязания манишки нам понадобится 2 пары спиц. Вот эту переднюю часть манишки я вязала вот на спицах на леске. Длину спиц вы можете взять абсолютно любую. У меня в данном случае длина 80 сантиметров и диаметр спиц 5 миллиметров. Дальше горловину я вязала также на спицах 5 миллиметров, но это у меня идут укороченные спицы, длина от кончика до кончика 40 сантиметров, так как горловину мы будем вязать круговыми рядами. А начинать вязать манишку мы как раз таки будем вот здесь, с этого угла, с 3 петель. Постепенно будем делать расширение нашего полотна. В тот момент, когда на спицах у нас уже будет необходимое количество петель, ориентироваться мы будем вот как раз таки именно на количество петель. Мы наше вязание соединяем в круг и вяжем вот высоту горловины обычной резинкой 1 на 1, после чего закрываем петли края, и вот такую красоту в итоге мы получаем. Расход пряжи вот на мою манишку здесь ушло 120 грамм пряжи вот Alize Super Lana Maxi. Теперь основное, что мы с вами должны рассчитать перед тем, как приступать к вязанию, это сколько в итоге мы должны получить петель, то есть для того, чтобы определиться, в какой момент мы должны соединять наше вязание в круг. Здесь на самом деле все просто. Для этого мы должны взять спицы, ну вот в моем случае это 5 миллиметров, и связать образец. Образец мы вяжем обычной резинкой 1 на 1. Ориентируемся мы как раз-таки на то, чтобы вот эта горловина, которую мы должны в итоге получить, хорошо и комфортно проходила через голову. То есть мы вяжем образец резинкой 1 на 1. Далее мы нашу резинку слегка растягиваем. Так. Дальше измеряем ширину образца и высчитываем плотность вязания. То есть смотрим, сколько у нас получается петель в 1 сантиметре. Резинку мы обязательно при измерении слегка вот растягиваем. Далее мы берем плотность нашего вязания, то есть количество петель в 1 сантиметре, и умножаем на окружность головы, на которую вы вяжете манишку, так как, повторюсь, вот эта горловина должна хорошо и комфортно проходить через голову. То есть основное, на что мы ориентируемся. Тем самым, умножив плотность нашего вязания на окружность головы, мы высчитаем, сколько мы должны получить петель в итоге. Так как, смотрите, как я сказала, начинаем вот здесь мы наше вязание с угла, с 3 петель, постепенно делая прибавление. И вот как раз таки в тот момент, когда у нас на спицах будет необходимое количество петель, которые мы рассчитали, мы и соединяем наше вязание в круг и вяжем высоту этой горловины. В процессе вязания сейчас мы с вами все вместе попетельно провяжем. Как данная манишка смотрится на манекене, фотографию обязательно вам вставлю. Поэтому, друзья, надеюсь,
данная манишка вам нравится, и вы сейчас с удовольствием свяжете ее вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. Начинать вязать манишку я буду вот на спицах, диаметр 5 миллиметров. Длину вы можете использовать абсолютно любую, комфортную для вас. В моем случае длина спиц от кончика до кончика 80 сантиметров. И на одну круговую спицу обычным способом набора с помощью длинного хвоста мы набираем 3 петли. 3 петли я набрала. И приступаем к вязанию первого ряда. В первом ряду первую петлю я сейчас снимаю. Так, начинаем вязать мы только первый ряд. Первую петлю снимаю, вторую петлю провязываю лицевой и третью петлю провязываю изнаночной. Первый ряд я провязала. Далее вязание я переворачиваю на обратную сторону. И теперь начинать вязание каждого последующего ряда мы будем с прибавки. Рабочая нить всегда у нас будет располагаться вот за работой. И теперь правой спицей я вот таким образом вот захватываю нить и вот перекручиваю, то есть делаю петельку вот раз, и вот первая прибавка у меня на спице. Теперь смотрите, у нас следующая петля идет лицевая. Вот именно в начале вязания лицевую петлю я провяжу как обычную лицевую петлю. То есть это та петля, которая идет сразу после прибавки. Ее я провязываю обычной лицевой петлей. Далее у меня идет изнаночная петля, а все изнаночные петли мы и вяжем как обычную изнаночную петлю. Все последние петли ряда мы вяжем по рисунку. Рисунок у нас идет одна лицевая и одна изнаночная петля, поэтому после изнаночной петли следующую петлю я провязываю лицевой. Провязала, и вязание переворачиваю сразу на обратную сторону. Рабочая нить вот у нас сейчас получается расположена перед работой. Я ее под спицы перекручиваю, эту нить, на обратную сторону. И, как я говорила, начинаем вязание мы с прибавки. Поэтому точно так же вот правой спицей я захватываю нить. И вот идет моя прибавка. Далее по рисунку петля у меня идет изнаночная. Ее я провязываю, эту петлю, изнаночной петлей. Все лицевые петли, кроме петель, которые у нас будут идти в начале, мы будем провязывать из петли предыдущего ряда. То есть вот лицевая петля, и вставляю правую спицу на один ряд ниже. То есть из петли предыдущего ряда провязываю одну петлю лицевую. Далее у меня идет одна петля изнаночная и последняя петля. Ее также я провязываю как обычную лицевую петлю. То есть еще раз смотрите, чтобы нам не запутаться. Лицевые петли, которые у нас будут идти по краям, их я буду провязывать как обычную лицевую петлю. А лицевые петли, которые у нас сейчас будут вот идти в середине нашего треугольника, мы будем провязывать из петли предыдущего ряда. Кромочные петли мы провязываем по рисунку, соблюдая узор одна лицевая и одна изнаночная петля, то есть изнаночная и, соответственно, последняя петля вот здесь в данном случае у нас идет лицевой. Ряд провязала, вязание переворачиваю на обратную сторону. С обратной стороны также вот рабочую нить под левой спицей я завожу на обратную сторону и сразу в начале ряда делаю снова прибавку. Вот перекручиваю нить на правую спицу. По рисунку следующая петля у меня идет по рисунку изнаночная. Ее я и провязываю как обычную изнаночную петлю. А все лицевые петли в середине нашего треугольника вот мы вяжем вот из петли предыдущего ряда. Лицевая, изнаночная, вот лицевая петля из петли предыдущего ряда. И последняя петля в данном случае у нас по рисунку идет изнаночная. Ряд я провязала, вязание переворачиваю на обратную сторону. Рабочая нить у нас вот за работой. Делаю прибавку и первую петлю по рисунку она у меня идет лицевой, я провязываю как обычную лицевую петлю.
Далее провязываю изнаночные петли изнаночными, лицевые петли мы вяжем из петли предыдущего ряда. 1 лицевая, изнаночная и 1 петля лицевая из петли предыдущего ряда. Последнюю петлю здесь в данном случае я провязываю изнаночной по рисунку и вязание переворачиваю на обратную сторону. Опять делаем прибавку. И вот первую петлю по рисунку, это у нас идет петля края нашего, я провязываю как обычную лицевую петлю. Далее вяжем изнаночная петля, лицевая петля из петли предыдущего ряда, изнаночная петля, лицевая петля из петли предыдущего ряда, изнаночная петля и последнюю петлю в данном случае я провязываю как обычную лицевую петлю. Провязала, и вязание я сразу переворачиваю на обратную сторону. Рабочую нить завожу под левую спицу и делаю сначала прибавку, после чего провязываю все петли по рисунку. Изнаночные петли провязываю изнаночными, лицевые петли провязываю вот из петли предыдущего ряда лицевой петлей. Изнаночная и лицевая петля из петли предыдущего ряда. Изнаночная, лицевая петля из петли предыдущего ряда. Изнаночная и в конце ряда последняя петля по рисунку, она у нас идет лицевой, поэтому я ее провязываю как обычную лицевую петлю. Ряд я провязала, вязание переворачиваю на обратную сторону. С обратной стороны вот также рабочую нить завожу на обратную сторону под левую спицу. Делаю прибавку, после чего провязываю 1 петлю изнаночную и лицевую петлю мы вяжем из петли предыдущего ряда. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая петля из петли предыдущего ряда и последнюю петлю провязываю изнаночной. То есть таким образом, повторяя наше вязание, мы сейчас вывязываем всю необходимую высоту полотна. То есть в начале каждого ряда мы прибавляем по 1 петельке. И вот должны запомнить, что все лицевые петли мы вяжем из петли предыдущего ряда. Изнаночные петли мы провязываем как обычную изнаночную петлю. В начале каждого ряда обязательно делаем прибавление петель. То есть таким образом наше полотно сейчас будет расширяться, образовывая треугольник. И сейчас мы делаем эти прибавки, вывязывая наше полотно. И ориентируемся мы именно на общее количество петель, которые у нас расположены на спицах. Мы делаем эти прибавки до необходимого нам количества петель. Какое количество необходимо, мы должны были рассчитать это как раз-таки исходя из плотности вашего вязания обычной резинки 1 на 1. Я буду делать эти прибавления до тех пор, пока на спицах, вот в моем случае у меня должно быть 65 петель. То есть закончить вязание я должна в тот момент, когда на спицах у меня будет нечетное количество петель, так как 1 петля у нас будет для того, чтобы соединить вязание в круг. Итак, вот я сделала все необходимые прибавления петель. И вот такая вот заготовка у меня сейчас получилась. На спицах у меня сейчас всего расположено 65 петель. Закончить делать прибавление мы должны вот как раз таки так, чтобы на спицах у нас было расположено нечетное количество петель. В процессе, когда мы делаем прибавление, мы ориентируемся как раз таки на общее количество петель. Но в любом случае давайте вам измерю высоту вот этого треугольника. То есть вот от спицы до угла высота равна 22 сантиметра. Сейчас я возьму укороченные спицы. Длина спиц от кончика до кончика 40 сантиметров. Диаметр спиц я также использую 5 миллиметров.
И теперь мы будем наше вязание соединять в круг. То есть вот мое вязание расположено так, что ниточка вот от моточка у меня сейчас расположена, получается, вот с правой стороны. Дальше я беру петли, подвигаю вот ко второй спице. И теперь мы соединяем вязание в круг. Здесь, смотрите, и одна, и вторая сторона вязания у нас выглядит абсолютно одинаково, поэтому здесь, в принципе, разницы нет, какая из сторон будет являться лицевой. Поэтому сейчас я снимаю первую петлю, получается, с левой спицы на правую. И далее левой спицей подхватываю перед работой последнюю провязанную петлю, то есть та петля, на которой расположена рабочая нить. Эту петлю я протягиваю через только что переснятую петельку и спускаю кончик, подтягиваю, и петлю, которую мы переснимали с левой спицы, я возвращаю обратно. То есть вот я соединила вязание в круг. Теперь эту спицу вот правую я вытаскиваю подлиннее и откладываю, после чего беру укороченные спицы. И теперь мы приступаем к вязанию горловины. Горловину я буду вязать обычной резинкой 1 на 1. Поэтому сейчас первую петлю я провязываю лицевой. А вот вторая петля по рисунку у меня идет изнаночная. Ее я провязываю изнаночной. Далее у меня идет лицевая петля. Ее я провязываю обычной лицевой петелькой. Следующая петля у меня идет изнаночная. Ее я провязываю обычной изнаночной петлей. То есть сейчас мы вяжем обычную резинку 1 на 1, провязывая одну петлю лицевую и одну петлю изнаночную. Лицевая, изнаночная. Так мы вяжем этот ряд до конца, провязывая обычную резинку 1 на 1. Лицевая, изнаночная. Вот я практически довязала первый круговой ряд до конца, то есть вот последняя петля, ее по рисунку я провязываю изнаночной. И вот эти более длинные спицы мы можем сейчас отложить. То есть вот сейчас мы с вами будем вязать полотно круговыми рядами. То есть сейчас мы с вами будем провязывать дальше все петли по рисунку, вывязывая обычную резинку 1 на 1. Далее в начало ряда я вешаю нить контрастного цвета, которая вот обозначает начало ряда. И далее я провязываю одну петлю лицевую. Следующая петля у меня идет изнаночная. Ее я провязываю как обычную изнаночную петлю. Лицевая петля, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. Мы сейчас свяжем наше полотно круговыми рядами, вывязывая обычную резинку 1 на 1. Сейчас я самостоятельно вывяжу нужную высоту горловины, провязывая обычную резинку 1 на 1. Далее подключусь, измерю провязанный участок в сантиметрах, после чего нам останется только закрыть петли края. Итак, вот я вывязала круговыми рядами всю высоту горловины. Мне этой высоты достаточно. При необходимости эту горловину вы можете провязать и повыше. И смотрите, вот с обратной стороны первый ряд круговой я здесь отмечала маркером. И вот здесь, смотрите, всего у меня провязано 30 круговых рядов. Высота горловины. Вот здесь на этом моменте у меня закончился ровно один моточек ниток. И вот этот участок я довязывала от второго мотка. И в сантиметрах, смотрите, высота горловины получается равна, где-то вот 15,5 сантиметров. Повторюсь, что при необходимости можете провязать эту горловину и повыше. Мне этой высоты достаточно, поэтому сейчас я буду закрывать петли этого ряда. Мы должны закрыть петли так, чтобы вот этот край у нас был эластичный, поэтому я это буду делать с помощью накидов.
В принципе, нить контрастного цвета мы можем уже убрать и приступаем к убавлению петель. Сначала я провязываю первую петлю вот просто обычной лицевой петлей. Далее я делаю накид, рабочую нить набрасываю на правую спицу от себя. Дальше у меня идет изнаночная петелька, ее я провязываю изнаночной, после чего накид, который мы делали, я протягиваю и спускаю через провязанную изнаночную петельку. И первую лицевую петлю я также протягиваю и спускаю через провязанную изнаночную петельку. Петля на спице, делаю накид. По рисунку следующую петлю провязываю лицевой, после чего накид, протягиваю и спускаю через провязанную лицевую петлю, и петля, которая была на спице, я ее также протягиваю и спускаю. Опять петля на спице, накид. Далее следующую петлю я провязываю изнаночной. Накид, протягиваю и спускаю через провязанную изнаночную петельку, и петля, которая была на спице, я также эту петлю протягиваю и спускаю через провязанную петельку. Снова петля на спице, накид. По рисунку 1 петля лицевая, накид, протянула и спустила, и петля, которая была на спице, протягиваю эту петлю и спускаю. То есть таким образом мы сейчас закрываем все петли этого ряда. Так, вот у меня осталось последних несколько петель в конце ряда. Накид, лицевая петля, накид, протягиваю и спускаю, и петлю протягиваю и спускаю. Накид, изнаночная петля, накид и петлю протягиваю и спускаю. Последнюю петлю, вот она у меня на спице, я вытаскиваю подлиннее, и спицы можно отложить. Теперь ниточку от моточка мы можем уже обрезать. Единственное, этот кончик оставить подлиннее немножко, так как сейчас, смотрите, мы нашу последнюю петлю, которую мы вытаскивали подлиннее, сейчас берем, вытаскиваем полностью, а вот эту нить мы должны одеть в иголку с большим ушком. Нить я одела в иголку с большим ушком, и теперь мы аккуратно соединим два вот этих края, так чтобы здесь не было никаких ступенек. Поэтому, то есть вот закончили вязание мы вот провязав изнаночную петлю, поэтому вот в следующую лицевую петлю, закромочную петельку, я вставляю иголку. И вот буквально несколькими стежками я сейчас закромочные петли соединю два края полотна. То есть вот у нас идет аккуратный, красивый, ровный переход. И теперь нам осталось только спрятать кончики. Я это буду делать сейчас следующим образом. То есть кончик нити, где мы закончили наше вязание, вот я продеваю чуть дальше от края. Так, дальше мы подтянем полотно, убедившись в том, что нигде ничего не перетянуто. Ниточку обрезаю. И теперь с помощью крючка вот я сначала, во-первых, свою нить разделю на более тонкие ниточки. У меня их получается 5. И дальше вот по 2 нити я беру и продеваю под соседние петли. Вот буквально 1-2 раза продеваю под соседнюю петельку, далее одну нить вытаскиваю, и вот этих 2 более тонких нити я буду связывать между собой. 1 двойной узелок, 2 и 3. И теперь 2 этих более тонких нити обрезаю. Далее беру следующих 2 нити и прячу немножко в другом краю, и у нас осталась 1 нить. Эту 1 нить мы также можем разделить на 2 еще более тонких ниточки и также спрятать вот под соседние петли, связав между собой 2 вот этих тонких кончика. Продеваю
и далее связываю. Кончики обрезаю. То есть таким образом я сейчас спрячу вот эти нити по, вот получается, как бы это будет идти изнаночная сторона нашей горловины. Далее нам нужно будет еще спрятать кончик наборный. Вот здесь где-нибудь также под соседние петли я продену нить, разделю ее на более тонкие ниточки и точно так же свяжу. И вот, друзья, после того, как мы по изнаночной стороне спрячем кончики нитей, наша манишка будет полностью готова. То есть вот идет наша горловинка с отворотиком. И вот по передней части вот идет такая красивая пышная резинка. Как данная манишка смотрится на манекене, фотографию обязательно вам вставлю. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Поэтому обязательно поддержите это видео пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. Сейчас мы с вами будем прощаться. До новых встреч и всем пока-пока.